Что тебе рассказать? Ну, как ты представляешь фильм? Фильм? Да. Ну, вот сюжет, допустим, вот семейная пара, да, живет счастливо, все нормально, рождаются у них дети, все. Они попадают, ну, вот у них фирма, там все, они попадают в банкрот, мужа крадут, допустим, да, все, они выплачивают этот киднеппинг, ну, выплачивают выкуп за мужа, все, спиваются после этого. Подрастают их дети, видя на ссоры на матери и на отца. Два брата-близнеца начинают, ну, бродяжничать, понял? Угу. Вот. Попадают к людям, которые занимаются наркотой и скалываются. При этом попрошайничая, таская металл, там, крадя, там, вырывая сумки, там, допустим, и все такое. Этого можно, ну, перечислять бесконечно, знаешь, эти поступки вообще. Вот. Потом околоться они начинают болтушкой этой, псевдоэфедрином. Вот. Один попадает в тюрьму, у него отказывают ноги, допустим, там, да? Вот. Ну, я среди них там участвую, допустим. Вот. Второй попадает в тюрьму, у него, допустим, там отказывают руки, там такое. Ну, вот как вот у нас с близнецами было, вот жизненная история, действительно. Один умирает в оконцовке, брат-близнец, хотя братья, ты знаешь, между собой у них связь идет, вообще, они друг без друга жить не могут. А второй мучается все это время, понимаешь? Вот, и хочет умереть. Допустим. Колонию показать, как оно там, что оно, наркотик показать, что там действительно есть он, а не так, как пишут в этих газетах, не так, как в фильмах показывают у нас в украинских. Вот. А эта вся драма может закончиться даже с хорошим концом. Этот человек находится, понимающий, любящую жену, они рожают детей, и он встает на ноги и начинает нормально ходить, но перебарывать силу воли, вот, допустим, да, вот, и все, и он, допустим, даже работает с социальным сотрудником вот, по наркотикам, то есть ходит людям объясняет, что это плохо, допустим, все. И поднимает своих детей на ноги, ну, нормальные дети у него, все, вот, и нормальная жизнь. Угу. Хорошая идея. Да, только это надо там еще приукрасить немного такие фрагменты, знаешь, жизненные, чтобы фильм чуть подольше шел, чтобы людям интересно было, знаешь. Такое, что-то впечатляющее, интригующее, знаешь, показать. Допустим, вот, я не знаю, как оно все приготавливается, вот, где колятся подвалы показать, там, допустим, заборы разные там обшарпанные. Как крадут, даже там можно сценарий показать, понимаешь? Вот. Как милиция бьет тут в зонах, вот, допустим, ну, не в зонах, там, когда, допустим, вот как меня вот приняли в подъезде с наркотиком, я его вылил успел, знаешь, доклепаться нема до чего. Меня побили прям там же в подъезде, набрали в шприц напитка буратино газированного и доказали, что это психотропное вещество, понимаешь, и меня поэтому посадили. Вот. Прикидываешь? Вот такие вещи, показать действительно правду людям, открыть глаза, понимаешь? А не то, что им там в газетах печатают, что по телевизору показывают эту ложь, все, понимаешь? Вот такое. Вот мы сейчас идем до наших друзей, бывших соиголочников. Сейчас посмотрите на них, люди добрые.
Привет. Андрюха! Здорово, Андрюха! Привет, пацаны. Андрюха! Залази, Андрюха! Как дела? Головастик, головастик. Губа, губа, губа. Губа! О, привет, Андрей. Губа. Как дела? Губа. Класс. Да? Залазь, Андрюха. Так, лопаты, салска, лаптяо. Губа, дупло. А ну, дай я посмотрю. А, Сейчас буду спать. меня зовут Саша. Все, тебе рассказать, что ты начал жевать. Ну что начали родители мы попивать. Жрать дома бывало нечего. Сейчас хожу ворую. Клей дышу.
Вот колюся. Я вот уже на улице сколько уже? Это уже, наверное, 7-8 есть. Так больше нельзя. Я попал на улицу. Меня когда осудили, у меня бабушка, Царство Небесное, умерла. Я освободился, попал в больницу. Бабушка лежала в больнице, и я лежал, и дядька лежали в больнице. Бабушка умерла в больнице, а мне нельзя было выходить с палаты, потому что у меня была рука порезана. Чтобы инфекцию никакую занести туда. Я не приехал к бабушке на похороны, меня дядька взял и выгнал из дома. Я уже 5-й год на улице. Проблема беспризорности детей в Украине с новой силой стартовала она в 90-е. В 98-м, 99-м был пик проблем такой, когда дети оказались на улице. Дети оказались на улице в большом количестве. Причина этому алкоголизм в семьях, экономический кризис. Причины в том, что родители лишились работы. И плюс вторая причина, это моя личная точка зрения, которую разделяют также некоторые социальные работники и религиозные деятели. То, что в Советском Союзе, после Советского Союза не было никакой моральной основы. То есть отсутствие моральной основы плюс экономические проблемы в семьях. И семьи просто развалились. Отцы и матери пили, дети были предоставлены сами себе, поэтому стали уходить на улицу, ища себе аналогов в уличных каких-то группировках. И эти группировки, они были устроены по типу семьи, то есть дети искали себе опору просто вне семьи, где-то вне того кошмара, который творился с их родителями. Проблем в Макеевке, как в городе, очень много. Но они, в принципе, мало отделимы от проблем общеукраинских. Но есть специфические проблемы, именно городские. Наш город особенен тем, что это Донбасский регион и полное отсутствие собственной культуры людей, которые живут здесь. Вопрос о том, почему в Украине дети на улице в таком количестве и особенно в Донбассе в огромном количестве, он складывается из нескольких составляющих. Первая и самая важная составляющая, я считаю однозначно, это отсутствие института семьи в его изначальном Богом установленном масштабе. То есть институт семьи, он нивелирован полностью. Существует две особи мужского и женского пола, которые временно существуют на одной территории, и от этого случаются дети. После этого отсутствие института семьи, полное отсутствие каких-либо традиций, то есть общественных традиций. В Западной Украине, там, где сохранены какие-то традиции, сохранен более-менее институт семьи и церкви, такого беспредела просто с детьми, которые на улицах, просто не существует. Я родился на Холодной Балке в 85 году, 20 сентября. Жил по адресу Холодная Балка, 54, улица Клубная, дом 4, квартира 3. Ну, сначала мать у меня спилась, потом умер у меня отец. Мы когда с матерью были в Калмыкии, написал письмо, ты приедь, не застанешь. Мы приехали, у отца был открытый туберкулез. Меня, чтобы я не подхватил туберкулеза, забрали в этот, как его,
Нет. Я могу легко. Сейчас. Санаторий. Я 2 раза был в санатории. Потом, когда был во 2-м, мать приехала со мной. Воду там пробыл, но хотела не знать, чтобы я не знал, что у меня идет супер. Ну, не сказала мне сначала, мне потом Вадим сказал мой брат. И, короче, меня забрали оттуда, что уже я не контактный, что уже туберкулез не смогу подходить. И, короче, мать потом спилась. Потом посадили нашего моего дядьку Игоря, то, что убил нашего деда. Потом начали приходить соседи, убивать двери, насиловать матерей, таскать их в спальню, выбивать двери, стекла. Сначала матеря уехали, мы остались вдвоем на холодном балке дома. Мать приехала 1-й раз, забрала меня на черемушки. Я уехал домой. Потом приехали с Надюшей, с моей теткой, что мы жили в одной квартире. И забрали нас на черемушки. Вот я здесь уже 10 лет бомжую. Мать у меня умерла здесь в теплотрассе на руках. Потом я был в приюте в Добром Пастыре. 3 раза возили в лагерь, мне понравилось. Потом начал колоться, до сих пор колюсь. Я начал дышать с 10 лет. Что мне в этой жизни не нравится, да ничего. Я хочу, чтобы у меня вернулась мать. Все было по-прежнему, как раньше. И все. Причин или, другими словами говоря, факторов, которые приводят ребенка на улицу, много. Их можно разделить на 2 большие группы. Это внешнее и внутреннее. Если мы говорим о психологических причинах, то есть глобальные макропричины, макрофакторы. Это когда в стране, в государстве потеряны ценности, потеряны ориентации, связанные с обеспечением ребенка, заботой о ребенке. Если мы говорим о семье как внешнем факторе, то здесь можно говорить и о уровне родителей, их образовательном уровне, культурном уровне, о состоянии их здоровья. Если мы говорим о самом ребенке, то здесь очень много внутренних факторов, такие как болезнь. При некоторой симптоматике дети идут на улицу именно по состоянию, неблагополучному состоянию психического здоровья. Может быть особенность воспитания, которая вылилась в акцент характера, акцентуацию характера, когда для ребенка важно быть на улице, потому что там удовлетворяет свои потребности. Может быть страх. Страх, когда семья становится опасной и улица более безопасной. Может быть подражание. Если другие ребята пошли, почему бы мне не пойти? Может быть и представление о самом себе, концепция «я», в которой он независимый, свободный, а семья, по мнению ребенка, не дает реализоваться этой свободе. Родился я тут, в городе Макеевка. Тут и вырос. Трудное детство, деревянные игрушки, прибитые к полу.
гвоздями. Сколько ты говорил? 22 сейчас. Сначала был детский садик, потом школа была, потом водка началась, лет в 11 где-то. Затем наркотик, лет где-то в 15, до 18. И вот в 18 попал в тюрьму, освободился, сейчас 22 года. Какой наркотик? Ну, болтушка. Какой? Что, не помнишь, какой наркотик? Вот та дрянь. Псевдоэфедрин. Ну вот если рассматривать такую традиционную семью, из которой уходит ребенок. Эта семья, во-первых, в большинстве этих семей нет отцов. Отец не берет на себя функцию отца. То есть отец не содержит семью, отец не заботится ни о матери, ни о детях. То есть во многих семьях просто нет этих отцов. Просто отцы ушли из семьи. И пришли какие-то отчимы, которые тоже какую-то, в свою очередь, ушли когда-то из своих семей, бросили своих детей. Ну, то есть мужчина свою роль в семье не выполняет. Это номер один. Номер два. Женщина, пытаясь исполнять мужскую роль, она просто сталкивается с рядом таких проблем, которые, ну, в общем-то, ей не под силу. Она не может хорошо содержать семью. Если у нее получается хорошо содержать семью, то тогда она перестает быть мамой, перестает быть женщиной в семье. То есть мамина роль тоже в семье, ну, как-то уходит в связи с тем, что отца нет. Вот, мамина роль сильно трансформируется, деформируется, и в связи с этим ребенок не имеет ни отца, ни матери полноценно. И, в общем-то, доступность алкоголя и наркотиков в нашей стране, она очень сильно подстегивает тот процесс, когда и мама, и папа, уходя от этих проблем, которые они получили в связи с тем, что роли их разрушены, что отношения разрушены, они, в общем-то, уходят, как правило, в пьянку или, как правило, в употребление наркотиков. Алкоголь постоянно в доступе у детей. То есть ребенок употребляет алкоголь с раннего детства. Он может выпить с мамой, он может покурить с мамой, с папой, может наркотики с ними употреблять. То есть нет такой вот связи, которая была, допустим, традиционно в семье в советской, когда мог быть пьян отец, но он никогда не наливал ребенку. Сейчас деградация вот в такой степени достигла, что, ну, в общем-то, связь между поколениями, ну, утеряна, утрачена. Меня зовут Руслан. Но выживать я начал за отчима. Потому что отчим мамку избивает. Дома не уборка, грязно. Воняет, крысы бегают по хате. Такие вот здоровенные, потому что на первом этаже живем. По нам ночью лазят крысы. Боимся спать в хате. Я уже где-то лет 8 на улице. Даже может и больше. Чем ты занимаешься, может быть? Клеем душу, колюсь. Бывает водку пью. Воруешь, ходишь. Не то ворую. То, что на улицах сформировались такие сообщества детские, это тоже был одним из факторов, что дети уходили на улицу. Если в семье плохо и некуда уйти, то тогда ребенок как-то пытается выживать в рамках семьи и школы. Но когда в семье плохо и есть куда уйти, то есть есть место, где тебя понимают, для подростков это очень важно. Иметь какое-то общение, адекватное общение, которое удовлетворяет требованиям подростка, тем нормам, которые подростку положено, чтобы они у него были. То есть общение со сверстниками. Это общение со сверстниками он находит, конечно же, не среди отличников и не среди лицеистов, а среди ребят, которые подобны ему самому, которые его не отвергают, не отталкивают. Ну а в этой среде понятно, что ребенок, попадая в зависимость от среды сначала, потом и в разные химические зависимости впадает, соответственно. То есть он живет так, как живет его сообщество, он употребляет то же, что употребляет его сообщество. Ну и таким образом формируются вот такие вот стойкие связи социальные, которые делают группу детей на улице, они делают, ну, такой вот стабильной.
ты там высматриваешь? Молодец. Молодец. Ну, экономический кризис – это, конечно, не первый кризис, который был в нашей стране и вообще в мире, конечно. Был большой выброс сирот на улице после революции, когда отцы погибли в Первой мировой, потом в гражданской, вот тут погибли родители детей, и просто естественный прирост сиротства произошел, потому что погибли родители. И дети вынуждены были жить на улицах, промышлять как-то. Ну, в общем-то, жизнь ребенка на улице, она традиционна. Ребенок употребляет алкоголь, ребенок курит, ребенок ворует, ребенок втянут в какую-то криминальную деятельность. Ну, то есть он должен как-то выживать, поэтому он выживает. И то, что происходило с детьми после революции, и после войны, и после распада Советского Союза, в какой-то степени это одинаковые вещи. То есть когда ребенок вынужден был выживать самостоятельно, без взрослого, беря на себя его функции. Он должен был защищать себя сам, он должен был кушать себе сам, добывать. Одна из групп беспризорных детей, детей улиц, это группа, которая имела свое жительство на Пушке, она сформировалась там. И дети эти были из одного района, они все где-то жили рядом. Вот одни из детей жили где-то в люках рядом со своими родителями, когда родители лишились дома, они жили в люке, вот, например, Артур и Вадим. Их мамы были сестрами, они лишились квартиры и жили в люке в районе ЖД вокзала. И еще рядом несколько детей было из одной семьи, они жили в доме рядом, и соседские дети тоже из таких же разрушенных семей. Ну и таким образом вот они были костяком группы, костяком таким скелетом. А потом начали приходить другие дети, которые тоже не имели семьи, не имели дома. И таким образом вот на этот скелет вот такие вот другие элементы начали притягиваться. И таким образом группа это начала свое существование. Долгое время ребята там просто употребляли клей, и не было ничего такого очень уж тяжелого. Нам казалось тогда, что клей это очень тяжелый наркотик. Но потом, когда пришел трафик, когда дети начали употреблять трамалгин, когда они стали брать кашлевые препараты и колоть их себе в вену, мы тогда поняли, что клей это не было такой большой проблемой для них. Хотя это было, конечно, дебютом, началом, но это не было такой проблемой. И вместе с внутривенным употреблением наркотиков, конечно, пришли инфекции, которые передаются через кровь и половые отношения.
вырвать. Можно вырвать, украсть, чтобы сдать металл. А если только на винограднике идти, там металла много. А я так в кустах нашел. Можно на шахте еще взять металл, чтобы охраны не было. На заводе. Чушки вот такие вот, по 25 килограмм одна, вот такая вот чушка. А там есть такие по 3 тонны, по 5 тонн. А потом берешь, нагребаешь сколько хочешь. Главное, лишь бы охраны не было. Мы проходили с ИСУПом, охраны не было, понял? Мы Вася это. Я 2 чушки взял, он 1 и Сантер 2. Мы с Антером чуть с лестницы не упали. Да, 2 чушек. Знаешь, сколько мы 5 чушек сдали? 200 с чем-то килограмм. Пока 5 чушек. Сколько это денег? Кого? 200 килограмм, ну смотря по сколько металл. Если по 50 копеек металл, 100 гривен. Если по 60, это 120. И как обычно потратишь деньги потом? Ну, на что-нибудь, на всякую фигню. Там на клей, там на жрачку. Не, мы тогда еще не кололись. А? Да не, я на самогон не. На нахуй, на самогон ни разу не покупался. Он лично себе. Может, кому-нибудь куплю, только на 2 запухаю. Ну, когда мы ходили за металлом, мы грабили дачи, то есть домики вот эти. Ну как грабили, мы сами домики не залазили, мы вот эти колышки железные, которые там якобы вместо забора, мы вот это их расшатывали, выдергивали. Ну и все. Потом? Потом несли вот это по 50 килограмм на плечи и несли он на ближайшую приемку и сдавали. Ехали, потом покупали таблетки, марганец, ну и все такое. Делали эту дрянь и убивались. Убивали свой организм. Если хватит, согласен, я 15 колес болтаю. Я не знаю, он говорит, что останется там еще. 8, 9, 17. Отойди, ты оставил, хлеб положил. 22, 5, 27. Еще раз кто-то крикнет, до того будет 40, на 27 зубов меньше. Так, тихо, Бать, бутылку дали, сука. Похую давай. Похую? Ты вот это хуйню. Похую? Хочешь, чтоб труханула без базара? Фуй, А что того этот взял? Колдак? Она не нашла эфир, блядь. Она не знает, куда нападать. Болтушка — это психотропное вещество. Изготовляется она, туда надо таблетки. Они предназначены вообще от кашля, но мы их делаем из нее психотропные вещества. Делается она вот так. Засыпается марганец, катаются таблетки, а таблетки это называется эффект в капсулах.
или колдакт, или трафит, или трафун. Берем мы их, перекатываем в порошок. Засыпаем туда марганец. 6 кубов, берем в 5-кубовый шприц, выбираем 5 кубов уксуса и 24 куба воды. Потом мы это келешуем шприцом, наматываем, чтобы был коричневый цвет. Когда коричневый цвет становится, мы берем, наматываем на иголку выборку, чуть-чуть загинаем иголку, наматываем туда выборку, ватку, шарик. Потом берем на шприц, одеваем и выбираем стакан, а потом по вене пропускаем себе и лежим, отлавливаемся. Я ебу, как он катает. Мне похуй, давай сигарету нахуй, меня где хочешь. Да не мало сигарету. Тихо, пацаны. Ебать, ебать. Не похуй, я бы на твоем месте, блядь, сказал бы, слышь, что тут... Я ебал, Бог, у нас по свете Бог. Так Бог нахуй посылал, так нахуй будет. А что, нету барана? А что, нет Бога? Да? Ну есть у нас Бог, ну, блядь, он за нами смотрит. А что нет, блядь? Слышишь, если бы не смотрел, блядь, давно бы он все Что покрыл. такое лесохорик? Я? Если ты в Бога веришь. Потому что у себя Сатана башки нет. есть. Слышишь, для этого сатана есть, понятно? А вот ты не колись, а верь в Бога. А вот я верю в Бога и колюсь, а? Вы вдвоем. И знаешь, что меня Бог охраняет. Если бы не охранял, я давно уже коньки откинул, что я неправильно витал. Налей-ка. Вот это дело снимаю, Вот, не ее. вот это. Вот. Война войдет. Нормально, да? Вот. Ну все, ну руки убирай, ебать. Все, тишина. Разговоры. Тихо. Спасибо вам. Я уебал за тебя. Прошел проход. Прошел? У меня волосы дымом стали, блядь, на голове. Больно? Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Я больше этой хуйней не буду ставить. Первый и последний раз. Долго ты прошел.
заказал, это Вадим мне предложил. И, короче, если там были, я говорю, Вадим, так это классно, тогда. Он сначала так сильно не кололся, один раз уколется, да и все. Да, вот этого 2 раза попробовал, и все. Я, короче, пацаны кололись, и у них осталось 5 кубов частяка. Они не хотели делить, я попросил у своего. Возможно, я уколюсь. Попробуй, что это за фишка. Ну давай. Короче, Мишка меня колол, а Сашка Вадима. И, короче, они нас укололи. Первый раз так классно было ебануться. Где-то часа 3, блядь, уход, блядь. Блядь, такое ощущение, что, блядь, у меня ноги ватные, блядь, не мог ходить. Короче, блядь, потом второй раз мы уже сами попили. Дим же, тогда у нас был самый классный кольщик. Колол всех классно, катал колеса. А хули у нас эта доза была по 3 куба. Сашка, когда все, прикинь, у него доза была 4 куба, вот все. А полкуба больше дозу повысил. Папа ему говорили, Сашка, не надо. Значит, фраера погубит. Короче, Сашка укололся и начал задыхаться, прикинь. Сашка взял его головой в стенку, как ударил, блядь. Сашка отошел, блядь. И все, нахуй. И, короче, это я пробовал 1 раз. Второй раз. Я потом полгода не кололся. До зимы. После Нового года как начал, блядь, хуярить и до сих пор. Короче. Когда колешь болтушку, в общем, ощущения такие, что тело расслабляется очень сильно. Ну, короче, сначала такое, знаешь, ну, неописуемое такое чувство, вот как бы вот расслабился, да, как улетел куда-то именно, как вот, я не могу тебе передать. Запах идет яблоком с рта, вот с носа именно пахнет. А потом встаешь и все, и не можешь спать, ничего, не можешь на месте сидеть, надо тебе двигаться где-то, ходить, что-то искать там. Ну, единственное, что вот это на продолжение 3 часов, что вот это прет оно и все. 3-4 часов. Это просто каждый час надо и колоться, получается. Ну, у меня было такое, что я и по 10 раз в день кололся. Сколько? Да, по 5 кубов. Я работаю в Донецком областном благотворительном фонде здоровья нации. Наша цель – это профилактика негативных явлений среди населения Донецкой области, в том числе молодежи. Это профилактика наркомании, табакокурения, ВИЧ-СПИД и других заболеваний. Свой личный опыт, как бы с детьми начала работать давно. Продолжение тому, что сейчас как бы дети на улице все равно есть и все равно не живут. Дети к нам обращаются за различной помощью, в том числе там разные мази,
уколы, таблетки, это всегда им надо, консультации, также там какие-то материальные им средства нужны. На улице дети употребляют наркотики, как употребляли, так употребляют сейчас, только сейчас это немножечко, ну, как бы для них хуже, потому что они стали употреблять всякие различные болтушки, которые действуют ну, моментально просто на организм ребенка. Это и сразу паралич, и сразу отказывает нервная система буквально за полгода. Как бы это факт. Также еще ну, алкоголизм там вообще очень сильно развит среди таких детей. Наркотик приготовляют из обыкновенных таблеток, покупая в аптеке. Это противокашлевые препараты, те, которые от кашля, это всякие антибиотики, это все намешивается, разбалтывается внутривенно. Даже я еще слышала, что сейчас начали покупать таблетки в ветеринарии, потому что там дешевле и больше эффекта, потому что если там таблетка какая-то, которая дается лошади, то если, как бы, сами понимаете, для такого организма это очень большой приход, поэтому это дешевле для них. 6742. Руслан, давай. Надо помочь? Да. Давай. С тобой. Давай. Ё-моё. Тяжушек поднимай. Дальше сюда. Вот, ты лезешь, Вова. 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 Перца. Перца, ты ползешь? Давай руку. Вова, давай. Вова. Подожди минуту. Вова, подожди, я не пожалуйста. Я залипаю, нахуй, слепа, просто Давай, давай. Ну помогите, ёбаный. Тяжелый. О. Давай, пойдем. Андрюха, дай сигарету, есть? Есть. Сейчас поцеловали, блядь, что вчера не погибал. Что ты там хуй гоняешь? Так, мама мне нахуй ебануться послала. Вчера мы сегодня мусора посадили утром. Все, ты погнал, да? Да, ты купил? Да. Что сказала женщина? Ничего. А, пойдем? Ну, Ну, иди. пойдем, пойдем. Ебануться, Коля, Дима, иди посиди сюда, Дим. Да я это. Да. Вот этот нахуй сюда, ты тут сел сюда, не навалишь. Дуешь. Да дуешь. Тихо. Ты что, понял? Давай. Да посидите его сюда, блядь, ебануться там, пиздец. Сейчас там. Давай, ты не чувствуешь. Подсвети мне. Подсвети мне. Ну все, поджидать. Пиздец, короче, навалился. Пидорас, навалился-ка ты меня. Говорю, давай навалился, в эту руку давай. Куда ты в эту руку навалился? Меня ж пидор. Да я шучу, ебаный, что я не видел. Куда ты навалился, ко мне хуйно? Куда ты сюда? Ты не навалишь тут, блядь. Пиздец, навалился. Все, тихо. Тихо, пацаны, пожалуйста. Да
Нет, Толь, нет. Во. Давайте ты туда ближе. Да ебанулся, пиздец, сука, навалил пидорас меня, сука, хуйной ебать. Ты навали его. Ну хорошо, не свети. Ты тут, сука, навалишь меня, сука, ты тоже, сука, надута надо. Пидорас, сука, навалил меня, нахуй. Куда ты пониже навалишь, сука, меня? Ты щупай, Толик. Да нет, Толик. Навали его, лопату. Навалил, сука, пидор, выезжай нахуй. Я хочу сказать, что мне позавчера Руслан надул руку, у меня вчера ночью она опухла. Потом, сегодня ночью пришел за 2 часа ночи, у него было 20 колес. Он заболтал эти 20 колес дома у нас. Мамка хотела его выгнать, а он взял, и мамка потом сказала: ладно, уложи его спать. Заяц храпел, потом поднялся в 3 часа ночи и пошел за металлом. Все. Я вот докололся, себе заработал абсцесс. Ну, я сонный на даче ночевал, и пришел друг один леший. И говорит: на, будешь малой колоться? Я говорю: давай. Ну, я укололся, прогнал себе, и оставалось куб. Я взял себе еще контроль, и все мимо прогнал. И у меня вот такую вот руку разнесло. Я 3 суток провалялся, сам с собой разговаривал. Мне казалось, кто-то что-то вот возле меня есть. Я говорю: дайте мне хоть глоточек воды. Не было никого. Я собрался и поехал в больницу. Мне там сделали операцию, вырезали, и все, вот теперь нормально. Так бы я остался без руки. С моей ногой произошло, я вот укололся вечером, полазил, лег спать, проснулся, я не могу наступить на ногу. У меня пальцы скрутило вот так вот, и все. Ну, что-то больно или просто? Больно вообще не было, просто было чувство такое, как, знаешь, как стягивает когда сухожилие, знаешь, как судорога вот такая вот. Вот я уже где-то лет 5 уже так хожу с такой ногой. Ну, болтушка, она оставляет какие-то малейшие побочки. Ну, вот, у меня, слава богу, никаких побочек нема. Потому что, я хоть и прокололся ей нормально, но у меня, слава богу, никаких побочек нет. А вообще она оставляет побочку, марганец в затылке собирается, и он больше не рассасывается. Может быть, дар речи потерять, может руку как-нибудь повести, там, взад, вперед. Можешь ходить, прыгать, как кенгуру. Ну, и так и далее. От болтушки есть еще побочный эффект, когда долго им колешься, получается, как объяснить, марганец отлаживается в мозжечке, и нарушается из-за этого координация движения, у некоторых даже разговаривать плохо, пацаны, и умирают, естественно, от него быстро. Год, 2, 3 и все. И нету человека.
Вот опять сейчас колючками так затупишь в один пиздец. Ваш мобильный. Ну, дашь мне свою колючку на улице. Колючку промыть в его нахуй. Вот здесь. Где здесь? Да? Знаешь ли что-нибудь про венерические заболевания? Не знаешь. А про СПИД знаешь что-нибудь? Про СПИД знаю. СПИД, сифилис. Так сифилис это и есть венерическое заболевание. Ну, знаю. Знаешь и про венерические заболевания, и про СПИД, да? Да. А ты знаешь, как от них защищаться? Это надо в больнице лечат от этого. Хорошо. А вот если не в больнице, вот что нужно делать, чтобы не заразиться ни СПИДом, ни венерическими заболеваниями? Это нужны гондоны. Гондоны нужны, да? А как ты думаешь, через иглу ты сможешь занести себе СПИД? Конечно, можно. А что нужно делать, чтобы СПИД, не заразиться СПИДом? Надо промывать уксусом. Уксусом, да? Да, оно все убивает, вот эти все микробы убивает уксусом. Понял. По поводу ВИЧ и наркотиков, как это все взаимосвязано между собой. Буквально года 2 назад нам врачи мира делали мы такое исследование, вот именно среди детей улиц. Мы вечером делали рейды, выезжали на улицы, брали у детей анализы на ВИЧ, как бы вообще по закону как бы разрешено с 14 лет делать такой быстрый тест. Мы тестировали детей, и у нас получилось, это у нас была Макеевка и Донецк. Ну, по Макеевке мы немножечко, а в основном как бы Донецк мы это все делали. И где-то 60% детей, у которых был обнаружен ВИЧ. И самое главное, что большинство, вот если брать вот эти вот 60%, то где-то процентов 90% это дети, которые уже об этом знали. Это дети, которые занимаются секс-бизнесом. Это не только девочки, это и мальчики, которые занимаются секс-бизнесом. И в основном все знали, как бы для них это не было там новостью, шоком или там еще что-то. Даже если кто-то узнавал это первый раз, он говорил, я знал, что все равно это будет. То есть это было новостью для общества после вашего исследования? Да. Но дети знали, что они... Дети знали, да. И даже те, которые вот сейчас вроде бы, они там не проверяются, они не знают, но они прекрасно знают, что все равно, если пойди провериться, то оно у меня будет. И пакет не нужен? Нужен. Старый пакет положи. Спасибо. Моя мама! Мама, сейчас уеду. Я думала, мама сейчас разъебала, помогает. Заходите. Да быстрее, заходи. Все зашли? Все. Андрей, проходи. Все в спальню заходили. Сейчас Вашу мать, замахали. Я с пистолером. Сергей, убери. Пацаны, пистолеры. Ну-ка, так раз. Давай, бутылку. Банка. Ебать, колеса. Снимай портфель, что ты держишь? Что? Снимай портфель, ложи на кровать. Это кого году навали, Руслана? А если навали, пускай даришь, что это вот. Так ты именно навалишь, пидорас.
тихо здесь, кого Андрюха знает, да, Андрюха? Что? Что тихо сидеть надо. Андрей уже Полиция научен, есть, да? печки. Скоро нас наваливать будет. Хорь, подпали. Что? Скоро ты нас колоть будешь, да? Дай спички. Все тихо, где вата? Не вызвал. Сука, да хуй ваты возьмешь, пидораска. Я тебе ебал, возьми нахуй только на выборку. На выборку. Блядь, вату положи, сука. Да я вот нормальный кусок возьму. Ты какой кусок нормально, пидорас, положи Вот, нахуй. я на Положил выборку, на нахуй. выборку. Ну, сука, сними выборку, если хуй намотаешь, пидорас. Нормально намотать. Курдай. Это двух колючка. Давай я свою крышку сделаю. Давай. Хоря, тебе Руслан будет намаливать. Не, Лера будет. На, если... Выбирай, Хоря. Вот здесь не надо, где надо. Вот здесь чувствую, видно. За сюда руку, пожалуйста. Подушь. Давай. Вот, надо больше контроля. Сергей, надувай, пожалуйста. Не надуй, Сергей, пожалуйста. Навалишь меня сразу. Не навалю. Не знаю. Ой, надо расслабиться. Все тихо. Твоя. Колешь ли ты наркотики? Конечно. Какие именно наркотики? Эффект. Эффект. А как часто? Каждый менями, каждый час колю их. Что, и каждый час колешь? Каждый раз, каждый день. Каждый день, да? Да, на То день, есть на день раза по 3, по 4. По 3-4 раза в день, да? Да. Понятно. А если это, куришь? Ой, я ж не курю. А есть спички, Андрюха? Во, блин. Так. Что? Так, ну ладно, давай, ищи я потом. Да давай, я буду говорить, что... Да, оно ж не слышно. Да я уберу сигарету. Ну давай. Когда ты начал колоться? Сколько тебе лет было, когда ты начал колоться эффектом? Да я вот где-то всего, на года 3, может, от силы колюсь. Года 3, да? Да. А чувствуешь, как-нибудь повлияло на твое здоровье употребление? Да, влияло. Как? Это вырезали у меня этот... Ну, когда вот тромб, знаете, тромб... Тромб вырезали? Да. Да? Вот у меня Понятно. вот тут на руке вырезали, вот тут. Ясно. А у Артура он ноги еле-еле ходит. Это ж от эффекта? Конечно. Не боишься, что парализует его? С тобой такое же случится? А я ж не часто же, как он употребляет. Ты говоришь? Он употребляет как он? Он дозу какую прогоняет? 8 кубов себе. Угу. А я только всего 5 кубов. Понятно. Так именно глянь цвет какой. Не такой, как давай я выберу. Давай. Да не выделайся, ты так будешь до завтрашнего утра. Вика, кто-то тебе показал? Кто это тебе показал? Как выбирать? Да. Я сама научилась. Да? Я с ним уже гуляю года 3. Да? Она просто не первый раз это видит, да? Да-да. Нахуй, меня ее носки, блядь, заебали. Нет, Миша. Охуеть, Андрей. Что? Валера, я Ой. Где выборка? Где? А, Давайте. Выборка у кого? У Миши. Что, больно? мне? А? Больно? Нет. Было больно. Да, было. Да тут такая гуля была. Фу. Нет, Миша. Нет, Миша. Кто? Нахуя? Сейчас. Андрюха, есть кулек? Не хочешь? Давай. Нравится Не семечки? гони, Вика, не Что, надо. семечки наши нравятся? Да, я У вас есть семечки? Нет. Наверное, курить, да, на улице? Нет, Давай. давай.
Запрещен. У нас тоже закон вышел уже, нельзя курить. Да? Это самое. Кристина, короче, раньше гуляла с этим, с хреном, с этим Сашей, которого сейчас посадили. Потом я пришла туда, Андрей, Кристина с ним встречалась, он с ней поругался и предложил мне встречаться с ним. Я согласилась с ним встречаться. Потом, короче, Кристина узнает, что я с ним встречаюсь, она начинает психовать. Потом он из-за нее, из-за Кристины, бросил свою жену. Его сейчас посадили. Из-за чего посадили, это из-за этой Кристины. И что, что она перестала вот это гулять с нами. Вот так вот. И она сейчас колется? Я не знаю. Я знаю, что она сейчас пьет по-страшному. Страшная, вообще худая стала. Вот это, что она говорила, что она жила дома, у нее дома вообще нет. Она раньше жила на 1000 мелочей, только чуть-чуть повыше, за трамвайными путями. Там 4-й дом, 4-й подъезд и 5-й этаж. Она там жила с пацанами. Половой жизнью жила. Знаешь, что такое половая жизнь? Нет? Короче, спала со всеми. Знаешь, что такое? Да, это все на камеру снимает. А ему интересно, да? Что я тебе еще расскажу? Давайте выберем. Да, выбери, Лера, блядь. Давай все выберем такую балерку. Ты клей дышала. Не навали меня, ебать. Вика, ты что мне пообещала? Лера, блядь, ты мне тоже много чего, блядь, обещала. Я тебе пообещала после 14-го не колоться вообще. Ебать, дай... Лера, блядь. Где ты колючку возьмешь? Нахуй возьму, блядь. Где, новую? Дашь мне колючку, ебать? Я выкину. Ты же пидор, блядь. Нахуй она тебе нужна, Вика? Я ее выкину. Ты что, колоться собрал? Да, блядь. А я ж не знаю, кому ты свой шприц отдала, сказать. Вика, возьми малого сигарету. Возьми, блядь, не так сейчас падал вставать. Миш, возьми, пожалуйста. Дай фотоаппарат посмотри. Я хотела просто с Викой покурить. У тебя есть курить? Ты бросил? О, ты, как озябла, а ну давай. Давай рядом Раздуплись. здесь садись. Так а что, я уже все рассказал свой. Давай расскажем, блядь, совместную историю, блядь. Полтергейст наш, сука. Давай, полтергейст. Присаживайся, хромоной полтергейст. Это было 8 сентября 2006 года. Мы поехали вот с поддельничком за таблетками в микрорайон Восточный. Купили таблеток, ты знаешь, да, остановка Эльбрус где-то, или как там. Вот. Приехали до Леры же домой, начали делать болтушку. Вот. Укололись мы 1 или 2 раза, или вообще не укололись, я уже не помню, много лет прошло. Это по-разному Тут постучали в двери, милиция с Кировского райотдела, хотя мы были на Центральногородском. Вот. Забежали, я спрятался под стол со шприцами, со стаканом. А этого сразу увидели, начали его что допрашивать, там искать. А я под столом сидел, меня бы не нашли, у меня нога начала труситься из-за нервов. Я перепугался, нервы начали. Вот. И Елена Альбертовна поднимает скатертинку, вставая, а там я сижу со шприцами, с наркотиком. Вот. Мне пару раз по кумполу дали, по голове, кулаком. Ну и все.
ну, забрали шприцы, естественно, сразу приехала оперативная группа, там начали там описывать, расписывать. Забрали меня, его, Леру забрали, Криву забрали и мамку Леркину. Вот. Криву с Леркой мы отмазали, с ним, ну, на себя взяли вдвоем все. Мать тоже хотели отмазать. Мамка там, короче, она не при делах была, она даже не знала, что мы там кололись, она там даже прописана не была в той квартире, она пьяная спала. И она ляпнула, что якобы она нас пустила. И ей, короче, тоже статью, как бы за то, что за притон, короче, там, где употребляют наркотики, что пустила якобы. Вот. Так она прогнала мать. Мы ей говорили, мол, типа, мы уже когда сидели все, понял, говорили, типа, не вздумай говорить, ну, дальше на суду, что, типа, что ты нас пускала, говори, что ты не знала ничего, что ты пьяная спала. Поняла, та говорит, да, и все равно на суду у нее спрашивают, вы их пускали, она говорит, да, ну, то ей 3 года и дали. Тоже отсидела. Мне 5 дали. Ну, сейчас она умерла. Она умерла, мамка ж. А Валера один же остался. Вот это. Сашка отсидел год и 7 на 117-й зоне. Харьковского. Первомайская исправительная колония, да? Да. А я во Львовской области 3 и 10. Львовская область, Николаевский район, село Заклад, МВК 50. Так. О, вот с этого у меня люка, когда последний раз закрывали в тюрьму, милиционер туда залазил, а я спал сонный. Толику говорю, милиция залазит. Он пролез туда дальше, а я лег между труб. Но я думал, что меня милиционер Локтионов Дима не заметит, а он Стасу кричит, дай фонарик. Ну, тот дает фонарик, и Дима Локтионов начал светить и говорит, о, а ты кто такой? Ну, я сказал свою фамилию, имя, отчество. Говорит, Стас, принимай одного. И меня посадили за ножик. 1,8 год дали. 1,8 год за ножик. Какой нож? Ну, сделанный под охотничий. И то это милиция мне дала его. Так меня должны были за 2 телефона посадить. Ну, на меня хотели повесить 2 телефона. Я на себя их не взял. Мне пришлось ножик брать на себя. К детям, бродяжничкам мы относимся с пониманием и с уважением в том плане, что когда мы их выявляем на улицах, мы их определяем в больницу для обследования изначально, а затем в приемник-распределитель для того, чтобы их определили, в каком интернате они будут находиться, где они будут находиться, дальше обучаться. Дети к нам относятся также с уважением, с пониманием, но немного побаиваются. В обязательном порядке мы с такими детьми проводим профбеседу, работу, которая заключается в том, что мы объясняем, что такое хорошо, что такое плохо и чем заканчивается бродяжничество по улицам, что это очень опасно и для жизни, и для здоровья. С милицией отношения были очень плохие. То, что вечно всегда ловили, там, били такое все, допытывали. Пытались посадить. Ну что, один раз было такое, что до меня приехали менты, вот, забрали меня, а тогда они как раз ловили Сашку с Апитона. Да, вот. Они знали уже, где он живет, все, ну как, где он тогда на 92 жил в квартире с братом, с Мишей. А бабушка их им туда покушать возила, и все. А менты уже знали об этом, но им-то дверь никто не откроет, ну правильно, если увидят в глазок. Вот. И они решили мной попользоваться, как, чтоб я постучал в дверь, чтобы они открыли, типа, как мне дверь, а там заломятся, заломятся и схватят его. Вот. Ну что, мы приехали на 92, я начал стучать в дверь, ну, я услышал, что Миша там или Саша, кто-то из них подошел к двери. Я ж начал им, типа, ну как, постоял там, постучал, потом начал специально шепотом говорить, типа, что их нету там никого дома, ну, чтобы они услышали, чтобы поняли. Ну, они, видно, не поняли, а кто-то из них открыл дверь. Ну что, они заломились, забрали нас, вывели, ну, дом, зашли в квартиру, короче, вывели всех. Потом меня посадили на заднее сиденье машины. Кого еще тогда? Мишу тоже на заднее сиденье. А Сашу говорят, залази в багажник. То говорит, не полезу, говорит, в багажник. Я говорю, да как ты не полезу? Говорит, залази в багажник. То говорит, да не полезу в багажник. Те его начали запихивать, тот начал на всю улицу орать. Помогите, люди, говорят, мусора пиздят. Убивают, говорит, мусора, типа.
Вот. Потом как раз и шла его бабушка, там увидела это все, там тоже как начал на них орать. В итоге, короче, его не посадили в багажник, посадили к нам назад и все, и отвезли в райотдел. Потом нас что-то там опросили, нас отпустили, а его нет. Ой, жизнь в тюрьме не сладкая. Я никому туда не желаю попасть. Даже и врагу. Ну вот если к тебе даже не ездить, там надо как-то выживать, покушать, там даже того чая попить, тех же даже сигарет покурить. Это же все равно же надо заработать. А там работы вообще никакой нема. Если к тебе никто не ездит, то ты там можешь и погибнуть. На свободе мне, конечно, лучше. Я вот хожу за металлом, зарабатываю себе деньги. Покупаю покушать, там даже хоть себе тех вещей, сигареты покупаю. Я знаю, что я никому не нужен, у меня никого нет, кроме сестры. А как сестра? Сестра, она, бабушка Царства Небесного, умерла 3 года назад, и она спилась. Сколько лет? 20. Вот, исполнилось вчера. Здравствуйте. А зачем ты спешишь, Андрей? Привет. Фух. Я же тебе сразу сказал. Как дела? Плохо. А что случилось? Похмелиться надо. Сдох. Сейчас тебе дам пиво. Знаешь, у меня твое пиво, я уже вот это пиво. Давай в больницу. Есть. А? Ты сама здесь? На, покурь. Не надо курить, слышишь? Выручи. Что? Выручи, пожалуйста. Давай позвоним в больницу, а? Лен, пожалуйста. Не надо. Андрей к тебе будет приезжать Конечно, до четверга. слышишь? Хотя бы полежи там пару-тройку дней, Конечно, Лера. Лера, давай. Чтобы у тебя остановился цирроз печени, дурочка. Пожалуйста, Лера. Ты видела себя? У тебя уже глаза желтые. Нет, я не издеваюсь, Лера. Я тебе сказал, значит, он только будет. Серьезно. Я не хочу остаться один, Лера. Я вот со Слэмом поругался, вот. Я вот это когда ездил в Донецк, когда к тебе... Согласен? Шо? Берешь мне секундку, завтра. Нет, сегодня, Лера, ляжешь. Нет. Пожалуйста. Что? Дай на секундку. Сколько она стоит? Она у Ленки, ну ты понял. Ну да. 5 рублей. Я не понял, что надо купить? Водки. Нет, слышишь, не надо. Ей не сильно надо, плохо тебе уже просто. так плохо. Слышишь? Не, если она сейчас выпьет, ей хоть чуть-чуть полегчает. Мы ей сейчас Да, просто мы все не сейчас- дадим. Мы ей будем по стопочке наливать. У меня все это Кошмар. фото выйдет. Я просто знаю, что такое водка. Ну, смотри. Я знаю, Андрей. Вот она сейчас выпьет. Я с ней поговорю, она сегодня в больницу поедет по-любому. Нет, я ее насильно поведу. Вызовем скорую. Скорая приедет, посадим ее в скорую, и я пойду с ней в больницу. Поедешь со мной? Да. Видишь, Лера, я не хочу, чтобы... У меня мамы не стало, отца не стало, бабушки не стало, брата не стало. Я не хочу, чтобы тебя еще не стало.
Вера, ты сможешь подняться? Нет? Легче стало? Хорошо села. Кусочек лучше. Сейчас они придут. Ну, я тоже потихонечку чухаюсь, выздоравливаю. Капельницы замахали. Да. Скоро выйду, подождите, пацаны. А вы там с кем? С Пашей там, да? Паша там. Да. А кто там Андрюха? А где Вова? А. Да. Капельница. Слышь, Сэм? Сэм, ты мою мать видишь? Скажи, чтобы она приехала. Пожалуйста, такой срочный, Сэм. Или этому пизденышу скажи, чтобы он сказал. Ладно, давайте. То он мне сюда надо. Ну вот что, я тут вижу вот пацанов, которых там уже нет на этом свете, которые поумирали. Вот Толик, который умер года 3 назад, наверное, тоже от болтушки. Хотя я не знаю, что с ним случилось, но точно знаю, что от болтушки. Вот здесь Хорик, Вэма брат, ну его убили, зарезали. Близнец тоже умер от болтушки, ну в том году умер. Игорек тоже молодой пацан был. Тоже, ну, у Игорька ноги отказали, там такое, говорят. Он Руслан Лупатый. Тоже пацанчик умер в том или позапрошлом году. Тоже цирроз печени, говорят. Опух весь полностью. Половина сейчас сидит в тюрьме. За что их посадили? За что? За наркотики, за воровство. А это Наташа Полетаева, да? Да. Сидит тоже. Мужику писюн откусила. Мужику писюн откусила. Посадили. А это Вадим в больнице, да? Угу. В тулупе. Я до него один раз съездил только. Денег, потому что нету. Что съездить. О! Знакомое лицо. Покажи. Коля Перетятько. У меня он на телефон, ну, телефон был и карточка осталась с телефона. У меня подписал Коля Хромой. Ты видел, как он бегает? Не видел. У него одна нога, что колесо крутится. 1 год. 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 1 год
Вообще не похож сейчас, да? Борода выросла, у меня усы. Видишь, от болтушки все пухленькие были, согласись. Андрюха, помнишь вот эту Кристину? Какую? Которая с Лерой гуляла. Которую ты самый первый раз снимал, когда она первый раз укололась. Ну? Вот, ее ж убили. Зарезали ножом. Года 2 назад. У меня сестра была, Царство Небесное, ей. Попала она на улицу. Бабушка, когда умерла, она начала пить. А у нас дядька родной взял дом, разобрал. Ну, а у нас там комната одна осталась. Ну, не комната, сарай. Хуже сарая. В сарае и то лучше было жить. Спилась она, потому что бабушка умерла. И вот она вот 18 июля умерла. Мы ее похоронили позавчера. Ну и как ваша жизнь сейчас выглядит? Сейчас намного лучше. Я же тебе говорю, Андрей, когда смотрел фотографии, я с ужасом на них смотрел. Вспоминая вот те вот времена, когда мы болтушкой кололись. Там пацанов сколько уже, которых нету. Мне же даже не верится. Меня тюрьма, Андрей, спасла, понимаешь? Меня тюрьма спасла, а их холод, понимаешь, холод, зимы, это наркотик погубил, понимаешь? Я в тюрьму попал, я там 4 года просидел, очистился немного, знаешь. Морально, физически, духовно. А они все-таки здесь продолжали этим заниматься, понимаешь?